Привет всем! С вами снова я, Ингрида. Да, наконец-то снова, но теперь уже в Испании. Да, наконец-то мы с мужем определились, где мы хотим проживать остаток своей жизни. Ну, в общем, где мы хотим проживать уже на пенсии. Ну, муж мой уже давно на пенсии, уже несколько лет, а я только месяц. Ну, я еще новичок в этом, хотя, казалось бы, должно быть много-много свободного времени, но мне его все равно постоянно не хватает. Ну так, в общем, так мы переехали в это красивое, очень красивое место, в этот комплекс, который я вам сегодня покажу. Ну, не только покажу, но также расскажу вам, почему мы именно выбрали Испанию, конкретно вот этот комплекс, как я его нашла и вообще, как вот именно удобнее всего найти себе жилье, квартиру, там апартаменты или даже, если хотите, виллу, именно где лучше искать. Уже по своему опыту я расскажу. И потом еще плюс, конечно, конечно, покажу сам комплекс. Ну, весь и все, конечно, я в один день вам ничего не покажу, это невозможно. Но в последующих всех видео вы обязательно это увидите. Я вам только не буду показывать, но и рассказывать, как же мы здесь адаптируемся. Ведь для нас это все новое. Да, мы из Риги, не добавила, кто недавно присоединился к моему каналу. Мы из Риги, из Латвии, это тоже Евросоюз, поэтому вот, имейте в виду, что вот все документации, как мы что оформляли, делали, имейте в виду, что это мы ехали с Евросоюзом, можно сказать, в Евросоюзе живем также. Ну и, конечно, в самом конце видео покажу вам чуть-чуть, совсем немного, наши апартаменты, что же мы купили. Ну и так, пойдем смотреть этот комплекс. Комплекс этот называется Асьенда дель Аламо, и находится он при гольф-клубе. И поэтому вероятнее всего, что он такой совсем не маленький. Длина его составляет чуть больше 8 километров, а шириной чуть больше 3 километров. Ну, это не маленькая территория, и я считаю, она очень удобная. Вот эта дорожка, по которой я сейчас иду, это каждое утро здесь совершаю свою прогулку. 3 километра в одну сторону, 3 в другую. Море здесь недалеко, ну, относительно недалеко. Езды где-то 40 минут, хотя километров 25. Ну, езды 40 минут до моря чисто составляет. Ну, я скажу, это недалеко. Если мы вот в Риге, когда жили, ехали на море, ну, нам тоже занимало, одна поездка только через Ригу составляла 40 минут. И плюс еще потом, ну, конечно, до моря добраться, до Юрмалы. Так что я не считаю, что это далеко до моря. И у нас, когда мы искали апартаменты, было самое важное не близость к морю, а самое важное было выбрать качественные, очень хорошие, удобные для нас апартаменты. И спокойное, чтобы это было уютное местечко такое. Я думаю, что нам это удалось найти на все 100%. Мне здесь так нравится. Вот мы здесь живем, правда, уже так долго, как будто мы живем здесь только 3 месяца. А вот здесь я мимо прохожу, именно находится, чем нам еще повезло, когда мы оформляли документы, нам повезло тем, что вот здесь находится офис именно менеджеров. И один из менеджеров как раз Виктория, которая представляет именно банк продавца, у которого мы покупали апартаменты. И она отлично разговаривает на русском. Так что это тоже немаловажно. И нам с этим повезло. Перед тем, как вообще начинать заниматься покупкой, я очень долго искала эти апартаменты. Вообще очень долго этим занималась. Начала уже, скажу так, год где-то, в общем, я этим занималась. Да? Искала я их в таком сайте «Идеалисты». Вот сейчас добавлю фотографию, как он выглядит. И ссылочку тоже могу добавить в описании внизу под видео. Это самый лучший вариант, где вот именно искать апартаменты. Это я уже поняла по истечению какого-то времени, что искать, знаете, через знакомых, да, я пыталась, через менеджеров даже, которые вот из Латвии, которые занимаются продажами, да, вернее, апартаментов здесь, в Испании. Искала уже через вот своих там знакомых, как-то с Латвии, которые переехали и живут уже сами в Испании. Ну, это мне, в общем, не повезло с этим. С таким вариантом мне не повезло. Так же, как мне не повезло работать именно по прямому, через частных лиц покупать.
обязательно все равно вы дойдете до того, что будете заниматься агентствами. Ну да, еще не сказала, еще один такой немаловажный момент, что уже во время, когда длились вот эти мои поиски, там где-то полгода, мне говорили, только не связывайся никогда с имуществом, которое принадлежит банку. С тебя снимут все возможные анализы. Ну, я думала, ну, так я же самая умная, да какие там анализы, пусть снимают, у меня все официально, все. Главное, здесь легальность денег уже это именно подтвердить. Ну, у нас все легально, все нормально, все в порядке. Ну и что, будет с банка, значит, будет с банка. Ну и, конечно, наши апартаменты, именно вот этот же комплекс, который мы выбрали, это именно собственность банка. Этот весь комплекс принадлежит банку. Правда, это не то, чтобы вот именно конфискованная собственность. Нет, это банк сам занимался строительством, сам его строил. И уже строил довольно давно. Мне говорили, что этот комплекс уже почти 20 лет назад как построен. Просто его не продавали, поскольку там был какой-то кризис. В общем, какие-то там оговорки, почему не продавали, начали рассказывать. И сейчас его только продают. Ну и так, я, конечно, хоть меня предупреждали, ни в коем случае банк никак-никак, но мне, конечно, понравились те апартаменты, которые именно принадлежат банку. Ну что делать? Ну, именно комплекс вот этот весь. Ну, и я там думала, мне-то это так не будет, будем брать в любом случае, мне они очень нравятся. Правда, перед тем, как вот именно купить, я приезжала заранее, где-то неделю побыли, мне были приготовлены около 10 разных апартаментов, которые я хочу посмотреть, но скажу честно, может быть, я неправильно поступила. Это были первые, единственные, которые я посмотрела. Ну, в этом комплексе их было несколько, мне предлагали вот туда сходи, сюда посмотрим, это посмотрим. Но я выбрала именно те апартаменты, которые я видела первые, и на них я остановилась. Мне они так понравились, что я просто бредила в дальнейшем над ними. Вот мимо таких садов я по утрам прохожу. Вот это апельсиновое дерево. Но сначала пройдемте, я вам покажу эти сады, именно цитрусовые, которые здесь по дороге растет. Ну, а потом уже впереди уже пройдемте до отеля. Да, в этом комплексе есть и отель, конечно. Ну и покажу там уже все строения. И чуть больше расскажу, как же мы его купили. Вот, а здесь прохожу мимо, вот смотрите, мандаринчики. Мандаринчики. Ой. Такое мандариновое дерево. И здесь они довольно сладкие, вот именно эти мандарины. Я знаю, я их рвала уже. А это уже лимонное дерево. Как-то интересно, они растут. Тут лимоны. Наверху там я вижу мандарины или апельсины. Даже не пойму. Ну, в общем, 2 в 1 называется комплект. Ну, вот это уже лимончики. Они еще не совсем готовы. Ну, вот так они выглядят. Ой, сколько их здесь. Как я говорила, тут не только сады цитрусовые, но также, вот смотрите, есть сосновый такой именно небольшой парк. Потом впереди там еще пальмы разные, вот такие мини-пальмочки. Вот такие они делятся на частей вот таких разных парков небольших. И довольно длинный такой парк. Сейчас впереди мы пройдем уже, попадем немного. А, правда, гольф-клуб, что с левой стороны, что поля гольф-клуба, что с правой стороны. С обоих сторон. Просто справа мы пока не видим. Но сейчас пройдемся немножко вперед. Справа гольф-поля. Ну, они начинаются с самого начала комплекса, можно сказать, и так вокруг все идут. Но действительно, он не маленький. Правда, я в гольфе ничего не понимаю, поэтому маленький или большой тут я не буду специалист сказать. Но он красивый комплекс, ну очень-очень красивый. Впереди там виллы, но сейчас мы туда пройдем. А это уже гольф-поле вот с другой стороны. Ну, красиво здесь. Вокруг горы, да, забыла сказать, не сказала. Вокруг всего комплекса горы, горы, горы. Зато воздух, представляете, какой? Ой! А вот отель. Сейчас мы пройдем через отель и попадем сразу именно в нашу часть комплекса. И почему же я сказала, что именно в нашу часть? Потому что этот комплекс весь делится на 3 части. Первая часть находится сразу при въезде.
сразу возле шлагбаума. Как она называется, я даже пока еще не знаю. Потом узнаю, может быть. А вторая часть, это еще одна часть, называется «Оазис». Ну, в ней мы даже пожили 2 месяца перед тем, как наконец-то нам утвердили наши апартаменты. Мы очень долго ждали. Это расскажу. Очень тяжело действительно было. Анализы прям все сдали. А третья часть комплекса называется «Пабло Эспаньол». Вот в ней мы как раз и купили себе вот именно квартиру. Ну, апартаменты, квартира, уже как кто хочет. Квартира наша именно по документам составляет 140 квадратных метров. Да, вот мы сейчас мимо проходим отеля, через отель, вернее, пройду. При этом отеле очень хороший бассейн. Сейчас тут что-то строят, что-то делают, подготавливают. Да, закрыли его уже 1 сентября, я знаю, потому что мы 2-й раз тоже здесь на недельку вынуждены были остаться. Потому что, ну, в общем, там целая история. Целая история. Снимать квартиру могли только сколько нам позволили, 2 месяца. А дальше чуть-чуть пожили здесь, пока еще нам не подключили воду и электричество. Ну, в общем, этот отель хороший, могу советовать. Но, правда, опять скажу, тихий, спокойный. Таких без всяких излишек, ну, нормально. Хорошо кормят, хорошие номера. А бассейн вообще шикарный здесь. Ну, сейчас, конечно, он не работает. И пройдя вот через него, мы пройдем и сразу попадем в Пабло Эспаньол. Итак, самым коротким путем, выйдя из отеля, вот мы попадаем уже вот здесь оазис с правой стороны, где мы снимали апартаменты, ну, до подписания контракта, до оформления всех документов. А вот здесь уже наши апартаменты. Это Пабло Эспаньол. Все такие красивые домики, все в испанском стиле таком. Вот это то, что я хотела. Тихий, спокойный район. И чтобы такие домики были как, ну, чисто как испанские. Как я уже говорила, я отделила 10 где-то апартаментов, которые я хотела бы посмотреть. Но когда приехала сюда, когда увидела те, которые мы купили, я больше никуда не ехала. Ну да, может быть, я поступила неправильно, да. Но нет, я очень счастлива, что осталась здесь, потому что мне много было достаточно выбора апартаментов именно в Торовьехе тоже. Она тоже недалеко от нас находится, где-то расстояние 70 километров. Также были в Аликанте, расстояние 110 километров. Это возле аэропорта. Но нет, я решила в этом тихом, спокойном месте остаться. Оля, которые находятся совсем недалеко тоже от моря, не так уж далеко. Но почему? Да, может быть, там Торовьехе было бы удобнее, поскольку там в основном живут русскоговорящих, да, там много очень так же самое семей живут с Латвии, с Прибалтики, в общем. Но нет, я хотела вот этот спокойный, тихий райончик, прелесть. И вот наша машинка тоже, еще с латвийскими номерами. Да, я уже все оформила, все сделала, но скоро этот ЛВ превратится в испанский номер. Да, совсем скоро должны прийти, уже в конце ноября я оформила все документы, все оплатила, только жду сами номера. Транспорт сюда заезжать не может никакой, здесь все перекрыто, но только когда нам мебель привозили, тут, наверное, какую-то часть маленькую открыли, чтобы могли хоть чуть-чуть подъехать, да. Транспорт тут не проезжает никак, это еще тише, еще спокойнее. Ну и раз мы мимо тут идем, уже с нашего, это главная, да, покажу, улица Ронда называется, такая небольшая площадь, вот мы мимо кафе проходим. Сейчас здесь тихо, спокойно, потому что сегодня у нас, да, я не сказала, у нас 19 декабря, но тепло, на улице очень тепло, но народу мало, хоть кафе открыто, его вообще нет, да, его вообще нет. Но здесь бывает, или вот когда мы только-только переехали, достаточно много здесь народу было. Ну, раз мы мимо идем, как я говорю, покажу сейчас, где же находятся наши апартаменты. Ну, вот наверху. Ну, сейчас уже обед, скажу так, в это время все отдыхают. Это у них сиеста называется, спокойно, тихо, все сидят по домам. Сейчас, да, около часа дня уже. 17 градусов в данный момент, при том, что вот сегодня 19 декабря, да. Ну, а здесь уже второе кафе.
Оно называется Amazon киоск. Ну, я рестораном вообще-то его назвала бы. Хотя здесь немало ресторанов, действительно. Вот в нашем комплексе как раз их немало. Но это шумное. Вот этот киоск, так называемый. Ресторанчик очень шумный. В субботу тут музыка, живая музыка, правда, да. Ну, нам весело, в общем, весело. Хотя бы я чувствую, что здесь есть жизнь. Вот видите, я иду, никого нету, никого совершенно. И летом даже, вот летом даже здесь было мало. Ну, мало, так идут совсем по чуть-чуть, народ немного, совсем мало. А сейчас вообще нету. Да, здесь есть еще магазинчик. Хотя в магазин я еду всегда в Фуэнте-Аламо. Оно находится такой маленький городок, даже село такое, сказала бы, находится 4 километра от нас. И, знаете, без машины здесь никак. Вот здесь никак без машины. Невозможно. Так что, наверное, молодежи здесь не очень удобно будет жить. Не потому, что с машиной везде есть, потому что, ну, работу ездить надо. Если дети есть, так тем более, садики, все. Ну, как-то молодежи здесь мало, на самом деле. И я тут на пальцах, даже на одной руке можно сосчитать, сколько я видела здесь молодежи. В основном люди постарше. Ну вот, а здесь уже этот магазинчик еще один у нас такой. А дальше, вот видите, мы уже прошли, можно сказать, насквозь всего нашего, именно так называемого, части нашего комплекса Пабло Эспаньол, а впереди бассейн. Вот это наши почтовые здесь ящики, как-то интересно расположены, да? А по этой дорожке, если проехать, вот тогда вперед, там у нас подземный гараж. Да, у нас есть собственный гараж подземный, собственное место. И вот наш тоже бассейн. Ну, наверное, поэтому 140 квадратов у нас общая квартира, сама, вот именно апартаменты сами, 105 квадратных метров. А вот, наверное, еще плюс часть вот гаража, что там, наверное, еще какая-то часть прихожей, может быть, именно занимает. Ну, в общем, общая площадь у нас по документам 140 квадратов. Цену я вам тоже потом назову, скажу, все, я по порядку постараюсь. И здесь бассейн. Бассейн, вход через пульт такой специально электронный, в общем, электронные ключи. Вот так выглядит наш бассейн. Он закрытый. А в комплексе «Оазис», который напротив, вот, там есть аж прямо 3 бассейна. И они ни один не закрытый. Сейчас мы пройдем к другой площади. Еще одна здесь есть, где фонтан. Но я, правда, не уверена, что он сейчас будет работать, но фонтан там есть. Ну, народу, видите, совсем, да, совсем, от слова совсем нет. Но в основном здесь и то немного именно отдыхающих, которые приезжают, ну, вот в сезон, там, вот именно в сентябрь, там, август, июль, вот такие месяца, да, летние. Больше, когда здесь теплее, когда к морю ехать можно, и там вода тоже теплая. А сейчас почти что нет, совсем нет, тишина. Но нас это очень устраивает, нам эта тишина устраивает. И нас устраивает, что мы живем на главной, считается, вот Пабло Эспаньол, именно в этом комплексе, это главная улица, Ронда, на которой мы живем. Там хотя бы, вот если какие-то тусовки проходят, какие-то, ну, тут даже бывают ярмарки разные, там приходят какие-то, знаете, ну, именно какие-то музыканты приезжают, что-то, все происходит на нашей площади, на нашей улице. Мы хотя бы чувствуем жизнь. А когда мы жили в «Оазисе», я вообще ничего не слышала, никого не видела. Думала, тут вообще никто не живет. Там совсем рядом наш домик. А здесь уже спускаться вот в эту дверь уже именно на парковку. Именно на стояночку авто. И на этой площади тишина. Нет, вечером здесь немножко народ есть. Все-таки кто-то отсюда ездит на работу, тоже люди, конечно, едет на работу. Просто меньше здесь народу с маленькими детьми. Молодежи меньше, есть, которые ездят, тут работают так же самое, поэтому вообще никого нет. А вот здесь уже все ресторанчики другие на этой площади, которые тоже закрыты. Ну вот солнце отсвечивает, конечно, вот там тоже ресторан. А вот фонтан не работает. Сейчас подойдем, посмотрим с этой стороны, как выглядит гольф-поле. Итак, сейчас совсем коротко расскажу, ну это совсем коротко, в следующих видео, конечно, буду рассказывать подробнее уже все, как мы купили эти апартаменты. Это было очень сложно, это было ненормально сложно. В общем, приехали мы сюда 4 июля отбирать, были у меня эти 10 вариантов где-то плюс-минус там так. И вот это первое, все-таки мы оставили себе, ну все, решила, что я их беру, и тогда уже
решила все резервировать. Ну, сразу скажу, на следующий день мы поехали в адвокатскую контору, заключили с ними контракт, договор, всеми документами, подготовлением и сдачей, и все, завершение всей сделки занимался нам адвокат. Без этого здесь никак. Ну, это дополнительные растраты, хотя по сравнению с тем, растрата на адвоката это совсем была мелочью. И дальше адвокат уже начал требовать с нас все документы, которые у него просил опять банк. Ну, это, видите, посредник получается. Но вот хорошо, что у нас еще посредником не было какое-то агентство. Весь этот сложный путь, если вас будет интересовать, конечно, говорите, пишите в комментариях, я обязательно буду рассказывать. Хотя по ходу наверняка все равно когда-то все что-то расскажу по чуть-чуть. Это было очень тяжело и очень недешево. Наши апартаменты нам обошлись, сами апартаменты, вот самая главная часть, барабанная дробь, обошлись 65 тысяч. Они стоили по документам. Но в конце, когда вот уже на данный момент, они нам обошлись 98 тысяч. Здесь совсем немало стоит налоги. Тут же все адвокаты, все документы с Латвии, переводы разные с Латвии, с Испании. Все это стоит. Очень большую часть нам заняла сумма именно документов и переводов всех. Перевод я имею в виду с латышского языка, потому что наши латвийские организации давали ему, конечно, на латышском языке, надо было на испанском перевести. И дашь одну бумажку, к ней надо еще 10, и вот так эти анализы мы все сдавали. И только когда мы подписали контракт уже у нотариуса, только тогда мы имели право, как получить ключи, заехать в эти апартаменты. Ну, поскольку они новые, там никто еще никогда не жил, там еще много чего пришлось делать. Там даже мебели тоже не было. Мы все покупали сами, обставили сами все по своему усмотрению. Хотя мне это очень нравилось, что именно мы сами могли выбирать, что мы хотим. Ну вот и так, значит, нам надо было не только вот все это обустраивать, нам надо было также подключать заново воду, электричество, всех мастеров вызывать, все это стоит. Мебель мы заказали уже, когда только нам утвердили 27 сентября, приехала она только в середине ноября. До этого момента мы сидели на ящиках, кушали на ящиках, это все было так весело, все смешно. Мы настолько привыкли, что уже не поняли, что в мире столы существуют. Это так из области юмора. И так вот мы дошли до нашего входа в наш дом, так надо сказать. Ну вот и перед входом у нас еще такой красивый, я считаю, холл еще. Вот так он выглядит. Ну и так вот мы заехали в свои апартаменты только без мебели, только с кроватями. Мы заехали только, получается, когда это было? В октябре, где-то так в начале октября. И все начали обустраивать. И вот открытая крыша, вот так вот открытая она. Вышел, вроде ты в холле, но вроде крыши нет. А лифт у нас еще есть, да, это не сказала. Лифт тоже есть, 2 этажа с лифтом. И сейчас поднимемся, покажу чуть-чуть солярий, хотя бы вокруг, чтобы вы поняли, что мы действительно вокруг гор живем. Итак, я поднялась на этот солярий, так называемый, ну, в общем, на крышу нашу. Так выглядит солярий по-ихнему, но навряд ли мы его будем использовать. Ну вот, вокруг гор, как я и говорила, находится этот комплекс. Поднимемся еще чуть-чуть повыше. Там какой-то прудик или озеро небольшое есть, я даже не знала. Вот стояночка, машина где стоит. Не ставлю я пока в гараж ее, хотя летом придется наверняка, чтобы совсем не сгорело на солнце. Ну вот так выглядит комплекс вокруг. Ну а сейчас уже буду спускаться и вечером покажу вам, что же мы купили именно в этом комплексе. Silent night, I only have one wish for that shooting star. Holy night, send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating around the trees in Central Park. Kiss them under the mistletoe. Oh, I want a Christmas kind of spark. Santa Claus, do you know Cupid sent his arrow straight to my heart? I wanna fall in love this Christmas. Santa
and all my favorite things come in sets of two. So does love. Send me someone I can talk to. We'll share stories of our childhood, memories of Christmas past. Chestnuts on an open fire and another log to make it last. We'll build Frosty the Snowman and dance along with the Christmas band. А это уже мои владения. Здесь я все обустроила так, чтобы мне удобно было бы и комфортно готовить, все под рукой было бы. И я действительно этот результат достигла. Мне здесь очень уютно и очень приятно находиться. И здесь мы будем готовить вот такие разные вкусняшки. Печенье, пирожные, там торты. Времени у нас много, так что будем не только гулять, но и готовить. Ну и на этом я закончу сегодняшнее видео. Спасибо, конечно, всем за просмотр, за ваши лайки. Пишите комментарии. Обязательно буду отвечать на все. Времени у меня теперь много. И до встречи в новом видео. Пока-пока!